Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Как не жаль нам прощаться с летом, но холодные осенние дни так и спешат сменить приятный солнечный теплый сезон, встречая нас не всегда благосклонной и такой порой капризной погодой. А значит, пришло время нам с вами определиться, какие женские брюки, представленные в коллекциях осень-зима 2024-2025, самые актуальные, стильные, модные. Чем готовы удивлять нас дизайнеры? Что в тренде сегодня и какой нынче самый популярный фасон? Какие идеи по стилизации образа стоит взять на заметку и какую одежду включить в повседневный базовый аутфит в дуэте с модными брюками? Вопросов довольно много, и на каждый наверняка хотелось бы получить подробный ответ. Поэтому, мои дорогие, чтобы быть в курсе самых топовых моделей, постарайтесь досмотреть видео до конца. Надеюсь, друзья, вам эта тема интересна. Жду ваше мнение и обсуждения модных тенденций в комментариях. Всем спасибо за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра! Тренд номер 1 – брюки классика. Что здесь особенно важно? Когда мы выбираем обновку, то помимо дизайна, комфорта и соответствия последним модным тенденциям, как правило, обращаем внимание на универсальность одежды. Ведь даже при наличии первых 3 основных критериев от новых брюк будет мало пользы, если надеть их получится всего пару раз за сезон. Именно поэтому многие стилисты рекомендуют присмотреться к классике. Классические, или как часто называют костюмные брюки, вам совсем не обязательно носить только в составе делового комплекта. Они комбинируются практически с любым верхом, разнообразны по цвету и выбору ткани. Отлично подойдут как для офиса или торжественных случаев, так и для повседневных луков без заморочек. Классика на то и классика, чтобы быть всегда актуальной. Брюки не устареют к концу сезона, а прямой лаконичный фасон не исключает трендовых нюансов. Например, в коллекции Stella McCartney костюмные брюки получили широкий свободный крой и заниженную линию талии. Хорошо сочетаются с жакетом, тренчем, длинным пальто оверсайз или женственным топом из такой же костюмной ткани. По поводу модной расцветки, чтобы не ошибиться с выбором, лучше остановиться на спокойных оттенках серого, песочного. В тренде темно-синий, горький шоколад, глубокие винные тона или пусть будет классический черный. Если однотонные брюки покажутся слишком скучными, присмотритесь к одежде в полоску с легким налетом ретро, как в линейке Tom Ford. Подобный узор уже назван must-have'ом осени. Не менее хороши все вариации на тему клетки от бренда Dior. Брюки карго. Не спешите, друзья, удивляться. Так бывает, когда в стремлении выглядеть современно и модно мы часто вынуждены жертвовать комфортом. Но есть вещи, которые запросто объединяют удобство и стиль. Возможно, в этом скрыт ответ на вопрос, почему уже несколько сезонов карго не успели наскучить ни нам, ни дизайнерам, и осенью 2024-го брюки с накладными карманами снова оказались в списке трендов, пусть и набили многим оскомину. Выходит, они с нами еще надолго. Правда, брюки теперь меняют стиль с утилитарного на более элегантный. У Giorgio Armani, к примеру, нам предлагают модели из бархата в разных оттенках, не длинные и довольно объемные. В коллекции Versace Prefall широченные вместительные карго сопровождают аккуратные, строго скроенные блейзеры и твидовые куртки в буржуазном стиле. У Zimmermann брюки дополнили тонкой водолазкой в паре с пушистым кардиганом. Кожаные брюки. Уже несколько сезонов подряд они не выходят из списка главных покупок, и тренд уверенно удержал ведущие позиции на прошедших модных показах в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Брюки из кожи легко комбинировать с другой одеждой. Они без труда впишутся в любой стиль и мастерски рифмуются как с рубашкой, водолазкой, теплым свитером, кардиганом, так и с романтической блузкой или трикотажной майкой. Стилисты рекомендуют не ограничивать свой гардероб только моделью в нейтральном черном. Ведь на холодный сезон кожаные брюки были представлены в широкой гамме оттенков и отличались немалым разнообразием фасонов. Дом моды Hermès традиционно наполнил коллекцию монохромными образами. Помимо черного цвета, кожаные комплекты здесь можно найти в огненно-красном, бордовом, шоколадном, хаки, теплом сливочно-желтом, насыщенном винном тоне. В тренде как варианты из гладкой матовой кожи, так и брюки с заметным лакированным блеском. В гардеробе под маркой Victoria Beckham кожаные модели получили максимальную длину в пол и высокую посадку. Отдельной строкой хочу выделить брюки из замши. Лучшие примеры по стилизации образа найдем в коллекции Ralph Lauren. Здесь хороши и деловые костюмы, и расслабленные повседневные силуэты в ковбойской тематике. И если возникло желание создать аутфит поярче,
Обратите внимание на брюки из эко-материалов от бренда Луиза Спаньоли с их смелой расцветкой под кожу рептилий. Удачные комбинации получаются с одеждой, близкой по тону. Модные джинсы. В новом сезоне дизайнеры постарались предложить максимальное разнообразие в выборе брюк из денима. В первую очередь, внимание было уделено джинсам свободного и даже порой мешковатого силуэта. Сочетать такую модель можно абсолютно с любым верхом. У Зиммерман это атласный топ на одно плечо, либо блуза с модным леопардовым принтом. У Dries Van Noten двубортный жакет, рукава которого расшиты бисером и кристаллами. На пике популярности ретро-тематика и богемная эстетика 70-х. Тренды, благодаря которым вновь становится остромодной модель буткат, где брюки мягко облегают бедра, а затем слегка расширяются от колена до низа. Обещают место в числе лидеров и джинсам скини. Главным виновником возвращения в нашу жизнь узких брюк можно по праву считать бренд Miu Miu. Скини рекомендуют сочетать с добротной шубой, под которой скрывается короткая джинсовая куртка. А вот модель с округлым или О-силуэтом, который пророчили в сезоне 2024 огромную популярность, как-то не вызвала у модниц большого интереса. Вероятно потому, что джинсы-подкова определенно придают ногам нежелательную форму колеса. То ли дело брюки из денима прямого кроя. Такие актуальны всегда. Модель самая универсальная в плане сочетания с другой одеждой. Да и вопрос с высотой посадки сегодня дизайнеры решили очень просто. Выбирайте любую, модно все. Теплые брюки. Для холодных осенних и тем более зимних дней отличным решением станут все версии из твида, драпа, шерсти, вельвета, из плотных костюмных тканей или трикотажного полотна. Они практичные, комфортные, теплые. Среди таковых стоит отметить широкие, свободные в бедрах варианты, как, скажем, в коллекции Dries Van Noten либо Armani. Любой добавочный слой колготок, лосин под ними будет точно незаметен. Носите теплые брюки с корсетным топом и длинным или коротким пальто, по примеру бренда Ermanno Cervino. Комбинируйте с элегантным жакетом, как в линейке Max Mara, или миксуйте с базовой водолазкой, уютным кардиганом. Элегантный трикотаж дома моды Brunello Cucinelli и вязаные брючные комплекты марки Missoni определенно достойны внимания. На первом плане в стильном и модном образе красота, женственность, очарование. Приятным бонусом отмечу возвращение в список трендов вельветовых брюк. По рекомендации бренда Dior носите их в дуэте с жакетом с мегапопулярным нынче хищным узором или с рубашкой, оригинального кроя блузкой, топом несколько слоев. Несколько слов напоследок скажу о модном принте, цветовой гамме, декоре. Помимо базовых темных оттенков холодного сезона, попробуйте, друзья, добавить в свой гардероб брюки в светлых нежных тонах. И пусть на первый взгляд такое решение вам покажется неуместным для нашей дождливой осенней погоды, но это совсем не повод облачаться только в немаркие вещи. К тому же светлое всегда смотрится более эффектно и дорого. Из модных принтов я отмечу рисунок в вертикальную полоску. Этот тренд с нами не первый сезон, и дизайнеры не планируют с ним расставаться. В фаворитах сегодня не только костюмная версия, как у марки Ulla Johnson, но и любые цветовые сочетания, по примеру Missoni. Были и остаются желанными спутниками повседневного гардероба также модели с традиционным клетчатым узором. Если решитесь комбинировать разные виды клетки, не забывайте о гармоничном сочетании одежды по оттенкам, как сделано на показе Rabanne, Chanel. Дизайнеры одноименных брендов Элизабета Франки и Изабель Маран напомнили о нарастающей популярности хищного принта. Брюки с окрасом под ягуара они включили в молодежный образ девушки-студентки где-то из 80-х. Dries Van Noten, возможно, решил, что в нашей жизни и так хватает серьезности, поэтому украсил строгую классику нитями бисера. В гардеробе Moschino вновь появился на брючном костюме масштабный рисунок горошек. В новых коллекциях также были замечены брюки с гламурным перьевым декором либо с блеском пайеток, которые при умелом и продуманном подходе можно гармонично вписать в повседневный образ. Вдохновение найдем в лукбуке Brunello Cucinelli. Важно при создании модного аутфита не забывать основное правило. Все должно быть ко времени и к месту. Интересно, а какие брюки станут вашими, друзья-фаворитами на этот холодный сезон? Какому тренду стоит отдать предпочтение? Насколько легко у вас, мои дорогие зрители, получается справиться с задачей выбора очередной обновки и создания стильного аутфита? Жду все ваши версии, подсказки, советы и обсуждения модных тенденций в комментариях.
От души благодарю за поставленный пальчик вверх и подписку на мой канал. Для меня ваша поддержка, друзья, лучший стимул в работе над следующим видео. Всем красоты, совершенства, добра, позитива и солнечного настроения!